Даже если вы не практикуете фэн-шуй, то все равно досмотрите это видео до конца. Будет действительно много важной информации. В первую очередь это будет полезно для вас, так как вы сможете аргументировать причину, по которой вы против этого учения. Мир вам, друзья! Это проект «Премудрость Даниила». Ну что ж, мы как всегда начнем критически думать и грамотно рассуждать. Это важная дисциплина для принятия правильных, взвешенных решений и получению аргументированных выводов. Обратите внимание на одну деталь. Фэн-шуй дословно с китайского переводится как «ветер и вода». Но дело в том, что есть тот, кто выше всего этого. Тот, кто создал воду и ветер. Вспомните историю, когда Иисус усмирил бурю. Он приказал ветру и волнам утихнуть. И убоялись страхом великим и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» По интересному совпадению этот стих означает: независимо от того, верен ли фэн-шуй или нет, авторитет нашего Господа Иисуса превосходит элементы природы. Как сказано в Евангелии, ему подчиняются даже ветер и вода. Многие сегодня держат у себя статуэтку, которая называется Хатэй. Хатэй является богом богатства и одним из талисманов оберега фэн-шуя. Обратите внимание на его вид. Полный, лысый, неповоротливый, абсолютно несовершенный бог. Чтобы Хатэя активировать, с ним нужно разговаривать, постоянно гладить его пузо, а для достижения эффекта это нужно сделать аж 300 раз. Это уже указывает, что это мертвый бог. Многие служат Хатэю, который имеет отвратительный вид, или возлагают надежды на денежную трехлапую жабу, которая имеет изъян в виде отсутствия одной лапы. Зачем люди возлагают свои надежды на бездушных, хромых, несовершенных и некрасивых по виду, зная, что они даже себе помочь не могут? Не стыдятся говорить бездушному и о здоровье взывают к немощному, о жизни просят мертвые, о помощи умоляют совершенно неспособные. Знаете, есть такая интересная притча. Однажды мальчик играл с идолами, которым служил его папа, и нечаянно один идол упал и разбился. Там стояло много разных идолов. Пришел папа этого мальчика и спрашивает: «Зачем ты разбил этого идола? Как ты его разбил?» Мальчик отвечает: «Я не разбивал его. Посмотри на того идола, это он его ударил, и он упал, разбившись». Папа спрашивает: «Зачем ты мне врешь?» Мальчик отвечает: «Я не вру, папа». Папа говорит: «Не ври мне, ведь мы оба знаем, что они не живые и не могут даже двигаться». И тогда сын отвечает: «А зачем тогда ты им поклоняешься, если они не живые?» Иногда дети обладают мудростью, которую взрослые утратили, и порой стоит их внимательно послушать и услышать. Для ребенка очевидно, что это просто кусок глины. Ведь в раннем возрасте дети еще сохраняют поразительную целостность ума. Им свойственна простота, непосредственность, и они не стремятся к роскоши и сребролюбию. Поэтому Бог говорит нам: будьте как дети. Люди покупают денежное дерево и разговаривают с ним, потому что так учит фэн-шуй. Нужно с ним делиться о своих финансовых планах и просить о помощи. Но на самом деле только трудящийся имеет во всем достаток. Деньги приносит нам самоотверженный труд, но никак неправильное расположение вещей в доме. Можно сколько угодно развешивать амулеты и разговаривать с деревьями, но пока человек не начнет работать, ничего не будет. Иметь дома денежное дерево или трехлапую жабу – это внутренний крик человека от безысходности, так как люди просто так такие предметы не покупают. Это сущность слабого человека, который выражается в убеждении, что он сам себе не может помочь, поэтому и ищет решение своих проблем в различных дополнительных амулетах, которые должны, по его мнению, просто так давать ему деньги и счастье.
Причина популярности фэн-шуй кроется в черте человеческого характера – скупости, жадности и лени. Магические ритуалы, чтобы привлечь деньги с помощью фэн-шуй. Как стать богатым с помощью фэн-шуй? Как активизировать зону богатства в доме и получить денежный поток? Первые строчки рекламы фэн-шуя как будто гипнотизируют человека. Самая обычная страсть сребролюбия маскируется под искусство гармонизации. Однако речь не идет о гармонии, но об обмане. Это однозначно учение, пытающееся изменить жизнь человека без какой-либо духовной работы и физических усилий. Вот почему фэн-шуй часто можно заметить у людей среднего и бедного достатка, которые особо не стремятся учиться и развиваться, хотят быстро, легко и на халяву. Учение, которое предлагает такие лакомые плюшки, всегда будет востребовано у неразумного народа. Согласно философии фэн-шуй, взятой из даосизма учения об энергии ци, пронизывающей всю Вселенную, каждая вещь должна быть строго на положенном месте, начиная от кухни и заканчивая туалетом. Условия фэн-шуй напоминают жизнь в тюрьме. Там не сядь, туда не передвигай, вход не с той стороны, окна выходят не туда, тут не спи, это убери, все полки в доме сними, трубы красными лентами перевяжи, с денежным деревом только по средам говори. Это же тюрьма, а не дом получается. Последователи учения фэн-шуй верят, что цвет, форма, расположение неодушевленных предметов в помещении влияют на здоровье и благосостояние людей. Например, дома нельзя держать мебель с острыми углами, так как с острых углов идут отравленные стрелы энергии – ша, ци. То есть неодушевленные предметы и вещи в спальне могут быть настроены против тебя. По сути, фэн-шуй награждает божественными признаками предметы быта, которые постоянно думают, как бы тебе напакостить и пустить в тебя отравленные стрелы. Согласно фэн-шую, если вы забыли полить цветочек и он начнет увядать, то тогда он начнет забирать именно ваши жизненные силы и ваше здоровье. Человек начинает жить страхами и предрассудками. Фэн-шуй требует от человека выполнения массы ненужных и абсурдных правил, следуя которым он постепенно превращается в заложника определенных свода правил и подчиняет им свою жизнь. Вместо того, чтобы разобраться в себе, обнаружив свои недостатки, человек начинает искать источник своих жизненных неудач и болезней в окружающих его предметах. Часто можно увидеть такие заголовки. Опасные предметы для зоны богатства в вашем доме. Топ-5 опасных вещей в спальне согласно фэн-шую. На самом деле в вашем доме именно сам фэн-шуй является опасным. По сути, это учение ворует вашу свободу, указывая, как вы должны жить. Не забывайте, мы созданы свободными. Человек – это личность, индивидуальность. Обустраивайте свое жилище, как вам удобно, а не так, как вам сказали. Для защиты и отпугивания от злых духов фэн-шуй предлагает специальные талисманы, которые называются «музыка ветра». Они подвешиваются над входной дверью или окном. Думаю, многие их видели. Самое интересное, что такие погремушки не отпугивают злых духов, а наоборот притягивают их, так как это индикатор того, что человек суеверный и без Бога. Выводы здесь такие, что самую тяжелую порчу себе, своему дому и всей семье люди наносят сами, просто внося в свой дом неведомое, бездумно следуя моде. Неважно, что люди не проводят какие-то обряды с этими вещами, но даже просто приютив такие предметы у себя дома, они тем самым уже открывают ворота в дом любым темным силам. Это является опасной духовной практикой. Все, дом лишен любой защиты, так как Господь Бог не будет хранить дом полный идолов и семью, чьи сердца истинно преданы другим богам.
Потом не стоит обвинять Бога в развалившейся семье, в постоянных болезнях и тому подобное. Многие говорят, фэншуй не опасен, но на самом деле он крайне опасен, так как корнями уходит в таоизм, тантризм, буддизм и оккультизм. Ранние мастера фэншуй были священниками и считались святыми людьми, которые передавали его принципы устно. Центральная тема китайского фэншуя – это освоение космического дыхания небесного дракона. В христианском же понятии драконы – это демонические создания. Изображение драконов, змей, различных чудищ, использование триграмм, гексаграмм, которые, кстати, используются в магии, никогда не отражали светлую сторону этого учения. Поэтому книги по фэншуй находятся в тех же разделах, что и книги по астрологии, прорицанию и эзотерике. Жизнь превращается в услужение вещам, служение духам мира сего и мамоне. Это царство поверий и абсурдов, которые ведут к потере разума, к суеверию, страху и, наконец, к рабству и проклятию. Если изначально фэншуй – это наука об энергиях Земли и взаимодействии, то сейчас фэншуй поставлен на коммерческую основу. Классический фэншуй не имеет никакого отношения к статуэткам, амулетам, талисманам и делениям по зонам, отвечающим за разные аспекты жизни, любви, богатства, карьеры и тому подобное. Этот маркетинговый ход зародился в 80-е годы сторонниками эзотерического фэншуй для завоевания рынка. Не нужно это все держать даже просто как сувениры, потому что и на идолов языческих будет суд, так как они среди создания Божия сделались мерзостью, соблазном душ человеческих и сетью ногам неразумных. Эти боги – изделия рук человеческих, прокляла сделавших его, за то, что тленное названо Богом, поэтому сделанное вместе со сделавшим будет наказано. Очень большая роль в практике фэншуй отводится культу смерти в церемониях погребения мертвых. Одно из старейших и наиболее известных руководств по жилищу мертвых описывается в книге захоронений. Фэншуй служит не только для царства мертвых, но это учение вошло в быт живых, ведь в Китае до сих пор считается, что от правильности захоронения предков зависит благополучие их потомков. Поэтому избавьтесь от этого учения, которое связано со смертью. Фэншуй не предлагает спасения для человека, а просто помогает улучшить кратковременную жизнь на этой грешной земле. Следовательно, это учение не имеет никакой ценности. Для христианина не существует такого понятия, как идеальное место на земле, ведь наш дом на небесах, на новой земле. Ищите того, кто дает мир, безопасность, стабильность, жизнь после смерти вне зависимости от расположения предметов. Еще люди жгут благовония и ароматические палочки, которые являются неотъемлемой частью фэншуя, и даже не догадываются, что натуральные благовония в своем составе имеют коровий навоз, ведь корова – священное животное в Индии. Учение служить мертвым, хромым и вдыхать тлеющие экскременты животного не привлекает здравомыслящего человека. Но лично я служу живому Господу Богу. Он не есть Бог мертвых, но живых. Он совершенен в высшей степени. Он дарует милость, пропитание, жизнь, здоровье и свободу. Он слышит, видит, отвечает и является источником мира и дает здравый рассудок. Ведь наш Бог – это Бог порядка и устройства. Ему слава, хвала и благодарность. Предупредите своих родных. Разошлите это видео своим близким, знакомым и друзьям. Ведь наверняка кто-то из них увлекается фэншуем. Спасибо всем за поддержку проекта. Пишите ваши комментарии и ставьте лайки. Не забудьте подписаться на наш канал «Премудрость Даниила» и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Впереди будет много интересного и полезного.